Ричард Моррис, 76-летний ветеран, в этот день тихо сидел за небольшим столиком у окна в шумной кофейне в центре Чикаго. Он был скромно одет в старый, но аккуратно отглаженный пиджак, а его руки спокойно лежали на чашке черного кофе. Кафе гудело от разговоров, посетители смеялись, обсуждали дела и наслаждались утренним солнцем. Время от времени Ричард бросал взгляд на входную дверь, надеясь увидеть своего сына, который все не приходил. Он не знал, что сегодняшний день принесет ему унижение и жестокость. Внезапно дверь распахнулась, и в кафе вошли двое охранников частной службы — начальник смены Хадсон и его подчиненный Ларсон. Они оглядели зал и, заметив, что все столики заняты, остановили взгляд на Ричарде. Тот сидел один, и его поношенная одежда резко контрастировала с обстановкой. Хадсон что-то шепнул своему коллеге с ухмылкой, и оба расхохотались. Ричард казался им чужим в этом районе, где проживали в основном обеспеченные люди. Охранники решили вмешаться. Хадсон шагнул к столику и без малейшего приветствия резко спросил, что Ричард здесь делает. Голос его был холодным, в нем не было ни капли уважения. Ричард спокойно ответил, что ждет сына. Он старался не показать волнения, хотя чувствовал, как на него давят. Ларсон, склонившись ближе, с насмешкой заметил, что бедному старику здесь не место. Он посмеялся, ожидая реакции. Ричард не отвечал. Он держался с достоинством и повторил, что просто ожидает сына. Его спокойствие только сильнее злило охранников. Хадсон потребовал показать документы. Это не было просьбой, это был приказ. Ричард полез в карман и достал удостоверение ветерана, которое носил с собой десятилетиями. Он передал его начальнику охраны, но Хадсон бросил на него взгляд и, скривившись, заявил, что это подделка. Он с пренебрежением вернул карточку, даже не попытавшись рассмотреть ее внимательно. Ларсон подхватил, что в его представлении такие, как Ричард, в свое время максимум мыли посуду в армии. Это была откровенная попытка унизить. Гул в кафе начал стихать. Люди стали прислушиваться, но никто не вмешивался. Ричард все так же сидел спокойно, зная, что на гнев они только и рассчитывают. Но охранники не отступали. Хадсон пригрозил, что если Ричард немедленно не уйдет, его выведут силой. Ветеран снова объяснил, что просто ждет сына, но его слова были проигнорированы. Охранники встали над ним, дав понять, что готовы действовать. Ричард остался на месте. Он не дрогнул. Смотрел на них прямо, руки спокойно лежали на столе. В зале повисла тишина. Охранники начали терять терпение. Их злила уверенность старика, его молчаливое сопротивление. Хадсон наклонился и в последний раз приказал покинуть помещение. Ричард сделал глоток кофе и сказал, что не нарушает порядка и имеет право быть здесь, как и любой другой. Эти слова выбили Хадсона из равновесия. Он резко опрокинул стул рядом, создав громкий шум. Посетители испуганно обернулись. Ричард встал. Начальник охраны подошел ближе и начал ощупывать его без объяснений. Ричард поднял руки не как знак капитуляции, а как жест подчинения. Он знал, что малейшее сопротивление может стоить ему жизни. Ларсон в это время взял со стола старую шляпу с символикой армии, потерянную временем, но дорогую сердцу Ричарда. Он посмотрел на нее с презрением и бросил на пол. Впервые на лице ветерана промелькнул гнев, но он сдержался. Он слишком много пережил, чтобы дать им повод. Хадсон схватил Ричарда за руку, заломил ее за спину, и мужчина поморщился от боли. Охранники смеялись, отпуская язвительные комментарии о его возрасте. Ричард молчал. Ему причиняли боль, но он не сдавался. Когда Ларсон взял его трость и со злостью переломил ее пополам, Ричард не произнес ни слова. Он лишь посмотрел на них с холодной решимостью.
Охранники начали выводить его к двери, когда Ричард указал подбородком на карточку, что осталось на столе. Хадсон из любопытства поднял ее и замер. На карточке значилось имя начальника управления городской безопасности Чикаго, Фрэнка Морриса. Ричард был его отцом. Хадсон побледнел, будто удар пришелся ему в грудь. Он тут же отпустил Ричарда, начав лепетать извинения. Ларсен также замер, лицо его побелело. Они оба были в шоке. Посетители кафе, наконец, начали вставать со своих мест, кто-то включил камеру на телефоне. Молчание, которое раньше означало страх, теперь сменилось напряженным вниманием. В этот момент дверь снова открылась. Вошел комиссар Фрэнк Моррис. Высокий, уверенный, с холодным взглядом. Он быстро оценил ситуацию. Увидел своего отца, униженного, в наручниках, со сломанной тростью. Затем он посмотрел на двух охранников. Он не кричал. Просто спросил, что они себе позволяют. Хадсон и Ларсен начали заикаться, оправдываясь тем, что не знали, кто перед ними. Но комиссар только покачал головой. Он сказал, что не имеет значения, чьим отцом является Ричард. Любой человек достоин уважения, особенно тот, кто служил своей стране. Он произнес это тихо, но твердо. И в этих словах звучал приговор. Он приказал охранникам немедленно покинуть заведение. Они не сопротивлялись. Молча вышли, избегая взглядов окружающих. Комиссар подошел к отцу, снял с него наручники и опустился перед ним на колени. Он просил прощения. За опоздание. За то, что его подчиненные сделали. Ричард ничего не сказал. Он просто положил руку сыну на плечо, и этого было достаточно. Справедливость не восторжествовала до конца, но впервые за весь день Ричард почувствовал, что честь — это не абстракция. Она выражается в действиях, в способности сдержаться, в уважении, которое читается в глазах. И в сыне, который не отвернулся в трудный момент. Он знал, что прошел очередное испытание. Не физическое, как в былые годы, а моральное. И в этой тишине, наполненной напряжением и стыдом, он вновь ощутил, как важно оставаться человеком, даже тогда, когда окружающие теряют свое лицо. Ричард вновь сел на свое место и, несмотря на боль, допил свой остывший кофе. Этот глоток был горьким, но по-своему очищающим. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.